Игра не окончена. Ход за мной. Штольман должен доиграть. Ход за мной. Игра не окончена. Штольман, мой ход. А кто? Ферзь. Мой ход. Куда пойду, там убью. Раз, два, три, 4, 5. Я тебя иду искать. Яков Платонович, Ваше высокоблагородие. у нас происшествие, требующее вашего неотлагательного внимания. Иди отсюда. Смелись доложить, Яков Платонович. Дежурный, проснувшись. Проснувшись? Так точно, проснувшись в 6:30 утра, обнаружил... Лучше вам увидеть это. Смерть наступила в результате удара в висок. Орудие убийства мы не нашли. Когда? Судя по температуре тела, я полагаю, часов 6-7 назад, но точнее я скажу после вскрытия. Где второй дежурный? Ночью ушел, жена рожает. Что? Ну, вы сами его отпустили. Как отпустил? Ну, и мальчишка прибежал, сказал тяжелые роды. Вы отпустили. Да, помню. А до этого играли в шахматы с арестантом. Да помню я. Сделайте фото, шахматы не трогать. И дежурного ко мне в кабинет. Любопытно. Итальянская защита. Ну, это когда черные перехватывают инициативу. А кто этот арестант? Это карточный шулер, кличка Ферзь. Прибыл к нам из Петербурга. 3 дня назад его опознал наш осведомитель. Мы тут же его арестовали. У нас был циркуляр по его прошлым делам. Что я не понял, а шахматы здесь при чем? Шахматы были у него для души. На этом они и сошлись с Яковом Платоновичем. Играли вчера допоздна. Да-с. Доигрались. Вызывали вашу судьбу. А ну-ка, присядь.
Когда обнаружил убитого? В 6:30 пошел проверить. А до этого спал? Спал. А когда я ушел? 1:30. Ключи от камеры я тебе отдал? Так точно. Ну и камеру я закрыл, разумеется. Само собой. Вы же не могли ее не закрыть. Ну да. А ты, конечно, пошел и проверил, как там арестант. Вот это нет. Ваше высокоблагородие. Не проверил. Как не проверил? Как ты мог не проверить? Ну так, ваше высокоблагородие, сами мне ключи отдали. Чего ж там проверять? То есть, получается, ты арестанта после моего ухода не видел? Никак нет. Потом уже, утром, в мертвом виде. Но камера была заперта. Ну как же ты уснул? Не могу знать. Черт попутал. Сам не знаю, как случилось. Знаете, ни разу, чтобы на дежурство... Ладно, дежурство сдай и из управления ни шагу, будем еще разбираться. Слушаюсь. Доброе утро. Доброе утро. А куда же так рано-то, а? Так к ученику мне нужно, к экзамену готовить. Вот так маменьке и скажите. А что же и кофе не попили? Ну так экзамен на утро назначен. Некогда, некогда. Тело отправлено в мертвецкую. Снимки я сделал. Орудие убийства не найдено. Давайте-ка попробуем восстановить хронологию, Антон Андреевич. Когда я ушел из управления? В 1:30, по словам дежурного. К этому времени я уже отпустил второго дежурного к рожающей жене. Так точно. А я ушел еще раньше, в половине 12-го. К тому времени вы уже вторую партию проигрывали Ферзю и намерены были взять реванш. Очень серьезно были настроены. Я что, даже кричал на него? Ну так, покрикивали. Очень возбужденно. Говорили, что бараний рог его скрутите. Это что ж получается, что после моего ухода Ферзя живым уже никто не видел. Вывод напрашивается. Убийца либо дежурный, либо я. Что вы такое говорите, Яков Платоныч, как можно? Оставьте, Антон Андреевич. Я не помню, как ушел, как запер камеру. Я даже сам за себя ручаться не могу. Помилуйте, ну как можно? Да, вы приняли немного коньячку. Это было заметно. Ну и что? Ну, делать из этого вывод, что вы убийца. Да и из-за чего? Из-за проигранной партии? Прямых доказательств моей вины нет, я согласен, но любое честное следствие должно брать эту версию в расчет. Нет. Нет. Это невозможно, Яков Только Платоныч. не говорите мне, что вам самому это не взбрело в голову, помимо вашего желания. Ну что? Доигрались, господа? Моя вина, Николай Васильевич. Готов ответить. Да-с. Уж придется ответить, Яков Платоныч. Придется. Однако сейчас главное найти убийцу. Чем скорее преступление будет раскрыто, тем меньше расплывется это грязное пятно на репутации управления. Позвольте сделать заявление. Слушаю. Я не могу вести это дело в связи с тем, что являюсь одним из подозреваемых. Что? Кто подозреваемый? Я запер камеру, и после этого Ферзя живым никто не видел. Мне доложили, и что с того? Неужели кто-то может всерьез подумать о версии, что следователь полиции, надворный советник, убийца? Я благодарю за доверие, но в такой ситуации вести следствие мне просто незаконно. Оставьте нас.
виноват. За напарником послали? Так точно. Ты бы сейчас-то не спал, братец. Виноват, ваше благородие. Сам не знаю, что со мной. Я и умывался 3 раза, и снегом растирался на улице, а глаза сами слипаются. Никогда не было такого со мной, чтобы я вот на дежурстве. А тут прям… Может, что порчу навел? Порчу. Так точно, порчу. А ты не пил ли ночью? Никак нет. Никак нет. Ел. Ел. Ел? Ел. А жена мне на дежурство всегда дает пирожки и квасу. А посторонних не было? Нет. Малый, который всегда мне приносит пирожки и квас. Соседский, он же и про беременность сказал. Пирожки. И квасу, говоришь? Так точно. Квас. Да. Кто же проведет следствие? Коробейников. Издеваетесь? Мне нужен результат и немедленно. Номинально он поведет расследование, а я, отстраненный официально, окажу посильную помощь. Ну что ж, в этом есть резон. Антон Андреевич! Антон Андреевич! Яков Платонович временно отстранен от исполнения своих обязанностей. Следствие проведете вы. Да-да. Вы. Ну что, господин следователь, с чего начнем? Смотрим внимательно место преступления. Извольте, и что же вы видите? С достаточной долей вероятности можно утверждать, что игроки расстались миром. Это вам подсказала разбитая голова Ферзя? Нет, ни в коем случае. Шахматная партия не доиграна, фигуры остались на доске. Это значит, что противники решили доиграть на следующий день. Кроме того, вы какими играли? Черными. Замечательно, у вас выигрышное положение, перевес на вашей стороне. И это доказывает, что убивать соперника из-за проигрыша у вас причин не было. И на том спасибо. Да, то есть версия ссоры из-за игры отпадает. Но, возможно, у вас была какая-то другая, более веская причина для убийства, не связанная с игрой. Вы ведь как и Ферзь из Петербурга. Так. Не вы ли еще давеча с пеной у рта кричали о моей невиновности? Как частное лицо, безусловно, я верю, что вы не убивали. Но как лицо официальное, назначенное вести расследование, я обязан проверить все версии. Согласен. Что-нибудь еще удалось подметить? Вы заметили положение тела? Он сидит. Так, и что из этого следует? Время было позднее. Где в это время находится арестант? Полагаю, что арестанты в это время спят. Конечно, в постели. Так. Он проснулся от скрежета ключей. Увидел входящего, привстал и получил удар в правый висок. Левша. Убийца левша. Это доказывает, что вы и дежурный вне подозрений. Дежурного нужно будет еще проверить. Яков Платонович, там вас Анна Викторовна спрашивает. Вот эти точки, 4 угла доски. И весь город расчерчен на шахматные клетки. Угу. И что? Он сделал ход? Нет, не сделал, но сделает ход за ним. Ага, то есть я правильно понимаю, ходы должны указывать нам на определенные клетки плана. Именно. Ай, но что значит эта игра? Что Ферзь хотел нам сказать? Я не знаю, что он хотел сказать, но твердил он все время: Штольман, играй. Игра не окончена. И вот еще что. Он сказал: куда пойду, там убью. Куда пойду, там убью.
Да. Вероятно, он предлагает угадывать нам его следующий ход. То есть нам надо совместить план города с шахматной доской. Антон Андреевич, а вы не заигрались? Анне Викторовне простительны некоторые экзальтации, но вы-то лицо официальное. Хорошо. Откуда тогда, по-вашему, Яков Платоныч, Анна Викторовна знает про ферзя и про эту партию? Я в шахматы не играю. Я даже правил не знаю. А я не гадаю по снам. Прошу прощения, Яков Платоныч, но расследование веду я. Виноват. Ваше благородие, там супостаты это привели. Хорошо. Пойдемте, Яков Платоныч. Сын родился, ваш скобродь. Сын. Нет, оно, конечно, нехорошо. Ну как же я мог, ваш скобродь? Прибежали, сказали, жена в родах помирает. Нет, оно все хорошо, слава богу, жива-с. Нехорошо, что этого гада пристукнули. Виноват. Но сын родился, ваш скобродь. Сын. Поздравляю. 5 суток ареста для начала. А там следствие выяснит твою роль в этом деле. Какую такую роль, ваш скобродь? А вот мы и посмотрим, какую такую роль. И тебе 5 суток за сон на посту. Пошли вон. Так, еще раз. Кто приносил квас и пирожки? Так парнишка соседский, Колька, он всегда приносит. Ну, чтобы, значит, жена ночью по улицам не бродила. А я ему зато гривенник даю. Хорошо. Квас остался? Никак нет, все выпил. А бутылка? Где? Так она пустая, ваше благородие. Но жена еще принесет, я вас обязательно угощу. Где бутылка? Давай сюда. Давай, давай, давай. Живо. Полагаю, что доктору Милцу этого должно хватить. Думаете, снотворное? Вероятно. Этого нельзя исключать. Антон Андреевич, а вам не кажется, что нужно бы тряхнуть этого Кольку-паренька? Очень даже. Очень даже. Ну вот этим и займитесь, а я к доктору Милцу. С вашего разрешения. Конечно. Да, войдите. Аннет, мне показалось, ты взволнована как-то. Что-то случилось? Да, случилось. И что же? Сегодня ночью ко мне приходил дух и говорил про шахматы. Еще угрожал. Вот пытаюсь его вызвать. Как же он тебе угрожал? А не мне. Штольману. Штольману? Это что ж за дух такой, чтобы Штольману угрожать? Некто Ферзь. Я потому с утра в участок убежала, что я беспокоилась очень. И не зря, как оказалось. Сегодня ночью убит в Арестанской. Что значит убит? Ферзь убит? Как убит? Дядя, а ты что, знаком с ним? Слышал про него. Слышал. И как же так? Ты вызываешь его, а он не является? Нет. Не приходит? Сразу после смерти пришел, а сейчас молчит. Молчи. Так. Так. Как это произошло?
Неизвестно. Следствие ведется. А где доска? Аннет? Необходимо попробовать еще раз. Муж запрещает ему ужин носить, потому как в полиции служит и знает, каково она шастать по ночам-то. Это конечно. Ну вот и за что ж его в камеру-то, а? Не виноват он ни в чем. До полного будет. Не в Сибирь же его сослали. Посидит немного, одумается. Провинился человек. Не положено на посту спать, не положено. Лучше скажите, вы этому Кольке лично в руки отдавали квас и пирожки? Ну сама-то кто ж? Угу. А вот в квас вы не добавляли случайно какие-то, может быть, травки, успокоительные, снадобья? Ну, Ой, да бог с вами, а? Ну я что ж не понимаю. Квас-то он для бодрости-то как раз. да чего же он уснул-то тогда? О, Что? вон Колька-то. Овца и зверь бежит. Постой-ка. Ты, Колька? Да. Ну да, не вздумай от меня бегать, а то арестую тебя и бочки твои. Ты ночью квас и пирожки носил в участок? Носил. По дороге что случилось? Что случилось? Что случилось по дороге? Ничего не случилось. Может, встречал кого? Кого не встречал? Угу. На лице что? Это. Ну, с ребятами на улице побаловались. Снотворное. Снотворное в квас ты подсыпал? Ничего я не сыпал. Дух Ферзя, явись. Дух Ферзя, явись. Явись. Дух Ферзя. Ну, Аннет, пробуй еще, пробуй еще. Сколько можно? Ну не приходит он. Ну сколько можно? Но он не приходит. Почему ты так заинтересован в этом? Любопытно мне. Любопытно. Говорят, он в Петербурге известный игрок. И не встречался ли ты с ним? Когда? И где? Скажи мне. На милость, я ведь, ты знаешь, не играю. Зловредный. Дух. Зловредный. Вы были абсолютно правы. В квас действительно было подмешано снотворное. Причем очень высокой концентрации. Я полагаю, лошадиная доза. Значит, снотворное. Да. Спасибо, доктор. А что показало вскрытие Ферзя? Ну, вы же знаете, убит он был ударом в висок. Я полагаю, это был, скорее всего, кастет. Смерть наступила где-то в час или два ночи. А поточнее? Ну уж простите, Яков Платонович, точнее некуда. Значит, проблема это не решает. Вы о чем? Я ушел из управления в 1:30 ночи. Казус аннула проестанту. Что? За случай никто не отвечает. Ну-ка еще. Благодарствую. Яков Платонович, ну… Извини, дело срочное. Расскажи-ка мне про Ферзя. Так я уже рассказал все околоточному. Это же я Ферзя признал. Да, это я знаю. Зато тебе благодарность. Перо я в бок получу от ваших благодарностей.
Вы его арестовали. Ну что еще? Убили его сегодня ночью. Прямо в камере. Что об этом знаешь? А что мне знать-то? Ведь это у вас убили. Ты смотри, мне не ври. Здесь дело не шуточное. Убийство. Зачем он сюда, в Затонск, приехал? Не знаю. Смотри, сдам я тебя дружкам твоим. Ах, вот оно как. Это за всю мою преданность? Видно, судьба у тебя такая. Рассказал бы все, не попал бы в этот переплет. Ротмистр Машлоедов ездил в столицу проветриться и продулся там. Задолжал он Ферзю огромную сумму денег. Вот и приехал Ферзь должок получить. Машлоедов? Кто такой? Ну, драгунский ротмистр, в отставке. Известен своими наклонностями. Всю ночь тут пил, потому как заложил он свое имение в уплату долга. Только сейчас утром уехал. Всю ночь он здесь был? Всю. А ты? И я с ним. Весь кабак видел. А не по заказу ли ротмистра ты Ферзя в управление определил? Да что это? Да как же это? Да очень просто. Машлоедов попросил тебя Ферзя в кутузку упрятать. Вот тебе и избавление от долга. Я... Вот это вы и праздновали всю ночь. Я же из гражданского долга. Я по совести полицию известил, чтоб наш город от этого упыря избавить. А что касается до ареста, то вы не хуже меня знаете. Никакой арест должника от Ферзя не избавит. Он может и самой Сибири достать, если надо. И только смерть Ферзя может должника от него освободить. Так во сколько ты ушел? Так в половину первого мальчонка прибежал, этот Колька. Говорит, жена рожает, меня зовет. Он же и пирожки мне приносил, и квас. Да. Куда Колька узнал про роды? Так мы ж там все вместе живем рядом. Соседи через дом. Как складно у вас все получается, друзья-товарищи. Живут они через дом. Жена рожать вздумала вовремя. Один к жене, другой вон кваса напился, уснул. Это вы к чему? Вот и я думаю, к чему бы это все? К чему бы это ваша трагическая беспечность? Ваше благородие, вас их высокоблагородие требует. Иду. А вы посидите и подумайте, братья-разбойники. Я еще вернусь. Ты понял? Они на нас труп повесить хотят. Этот Штольман сам, небось, пристукнул, а они своего брата, благородие, выгораживают. Не может быть. Да много ты знаешь. А я вот молчать не буду, раз такое дело. Я все скажу про Штольмана. И ты скажи. Я ему говорю, ты снотворное подсыпал, больше некому. Он глядит на меня, чуть не плачет, у него под глазом фингал. В общем, вот что открылось. По дороге в участок его остановили два грабителя. Потребовали денег, отобрали сумку. Мальчишка клялся, что денег у него нет, однако один стал его обыскивать, а второй взял сумку, отошел в сторонку и рылся в ней. Вот тогда они его снотворное в квас и подсыпали. Как пить дать? Потому как грабители вдруг сжалились над ним и отпустили. Все ему вернули, дескать, денег у тебя нет, ну иди себе с Богом, а пирожки нам твои без надобности.
Паренек отдал еду дежурному и, конечно, о происшествии ничего не сказал. Потому как боялся лишиться гривенника. Да. Описать он, к сожалению, их не может, потому как их лица были скрыты шарфами и шапками. Но он запомнил отличительную черту. На тыльной стороне руки одного из грабителей была наколка. Получается, паренек принес еду одному дежурному. Второму весть о рожающей жене. Тот вместе с парнем и уходит. Позже ухожу я. Дежурный засыпает. Примерно в 2 часа ночи эти двое приходят в управление, берут ключи, открывают камеру и… Убивают Ферзя. Но зачем? Спросим об этом ротмистра Машлоедова. Стой! Чем обязан, господа? Следователь Штольман. Это мой помощник, следователь Коробейников. Вам знаком некий Ферзь? Кто? Насколько мне известно, недавно в Петербурге вы проиграли ему крупную сумму. Да так, что пришлось имение заложить. Господи, каждая собака уже знает. Ну, я не имею в виду, ну, вы понимаете. Да, проигрался. Ну и что? Полиция тут при чем? Оно, конечно, грех и разорение, но не преступление. Когда вы видели Ферзя последний раз? А в чем, собственно, дело? Он убит. Убит? Ведется следствие. Вы сами где были сегодня ночью? Есть Бог на свете! Есть! Господа, вы хоть понимаете, какую благую весть вы мне только что принесли? Свободен! Свободен! А то я уж думал застрелиться. Или Ферзя застрелить? Не надо вот этого. Я всю ночь в кабаке пил с горя. А если кто-нибудь его пристрелил, то я ему в ножки поклонюсь. Но сам не причастен. Так когда вы видели Ферзя последний раз? А пару дней назад он имел наглость прийти сюда, требовать долг. Я ему объяснил. Мне время нужно, чтобы продать имение. На том и расстались. Господа, а может быть, вы изволите позавтракать? Так милости прошу. У вас гости? Ну, приятель заходил. А позвольте. Что? Вы? Какими судьбами? Добрый день. Здравствуйте. А я завтракал со своим приятелем. Вашей беседе мешать не захотел и вот удалился. Ну так, чтобы ничего не упустить. А в чем дело? Это мой гость. И в моем доме он может располагаться там, где ему удобно. Разумеется. За ширмой? Петр Иванович, я надеюсь, что вы понимаете, что все услышанное здесь вами, Да, разумеется. Ничего нам не хотите сообщить? Нет. Мне неизвестно ничего. Ну, в таком случае, не угодно ли будет зайти к нам в управление сегодня? Разумеется, зайду. Буду благодарен. Честь имею, господа. Честь имею, господа. Что-то я не очень верю этому драгуну. Зачем он разыграл всю эту историю, что узнал об убийстве только от нас? У него ведь Миронов, который точно об этом знает. Почему мы не уличили его во лжи? А что это нам даст? Предъявить нечего. Давайте попробуем подойти с другой стороны. Вы займитесь безотлагательно, ну, этим ухарем с татуировкой. Трогай. День добрый.
Кажется, мы не виделись целую вечность. Как ты? Да все по-старому. По-старому больше не будет. Собирайся в Петербург. Это что за фантазии? Это не фантазии, мой милый Якоб. В департаменте готовы тебя принять обратно. Напиши прошение о переводе, и через 2 недели оно будет удовлетворено. Откуда же это вам известно? Я поговорила с нужными людьми. Все единодушны по поводу тебя. О твоих заслугах в этой глуши хорошо известно. И с кем же именно вы говорили? Поверь мне, с очень влиятельными особами. Спасибо за заботу, но я не назначал вас в свои поверенные. Перестань. Я твой друг. К тому же обещала. А вот в этом я сомневаюсь. В чем? В моих возможностях? Нет, сомневаюсь в нашей дружбе. После всех событий, которые произошли в последнее время, это... Оставь. Ваше столкновение с князем не имеет ко мне никакого отношения. Да, я общаюсь с ним, как и с тобой. Но ваша вражда меня не касается. Вражда это так называется? Князь преступник, а я страж закона. Это не вражда, это следствие по делу. По делу, которое ты себе сам вообразил. Я не поеду в Петербург. Якоб, сядь. Прошу тебя. Прости. 2 слова, пожалуйста. Я прошу тебя. Пожалуйста. Ты мне нужен. Поедем в Петербург. Отдайте мне тетрадь. Что? Отдайте мне синюю тетрадь, и я сохраню в тайне все ваше участие в делах Разумовского, если вы примете мою сторону. Якоб, я не понимаю, о чем ты. Какая тетрадь? Ты мне обязан, ты помнишь? Конечно, помню. Может, поэтому вы все еще на свободе? Это из-за нее. Нет. А если в ваше отсутствие мне даст такой приказ князь? Вы не должны выполнять ничьи приказы, кроме моих. И если он даст такой приказ, вы сообщите об этом мне. Ну, и что вы мне хотели сказать? Осмелюсь доложить! Не ори! Касаемо следователя Штольмана. Ну? Осмелюсь доложить. Значит, ночью в камере мы слышали разговоры этого Ферзя и господина Штольмана. Господин Штольман сильно кричались, потому как были под коньячком. А Ферзь ему ответку. И... Да говори же! Ферзь сказал господину Штольману, что когда-то они поигрывали в Петербурге в карты. Ясное дело, не в шахматы. И еще сказал, что знает, как проигрывался господин Штольман в былые времена. И все такое. А Штольман начал кричать, прямо разоряться, что, мол, если он кому скажет, что он играл, то он его убьет. Кто кого убьет? Ну, Штольман, Ферзя. Так и кричал. Убью, говорит, убью. А Ферзь смеялся. Смеялся.
Войдите. Господин Миронов, Вы позволите? проходите. Ну, как продвигается следствие? Своим чередом. Вы присаживайтесь. Благодарю. Позвольте полюбопытствовать, каким образом вы оказались сегодня у ротмистра Машлоедова? Так. Забежал поболтать. Мы с ним давние знакомцы. Вот как. Тогда, думаю, вы успели обсудить главную новость до моего прихода. Убийство Ферзе. Да, мы говорили. Говорили об этом. Я узнал от Аннет. Почему же он разыграл целый спектакль, как будто узнал эту новость первый раз от меня? Видите ли, ротмистр. Характер, как бы сказать, несколько экзальтированный. Имеет склонность к эффектам. Или просто не рассчитывал то, что я найду вас за ширмой? У вас была игра с Ферзем? Нет. Ни в коем случае. Нет. Я дал зарок. Обещался брату. Так что не. Я блюду. Ну, вы должны понимать. Сами играли когда-то с Ферзем. Значит, сообщить вам нечего? Нет, нечего. Решительно нечего. По этому делу? По этому делу нечего. Тогда не смею вас задерживать. Да, до свидания. До свидания. Я свой ход сделал. Конь d4, d3. Штольман, играй. Войдите. Ваше благородие, происшествие. Там мужик под лошадь попал. Насмерть. И что? Коробейник уж там. Вас дожидается. Как же так, братец? Постарались. Мгновенная смерть. Кажется, он сломал шею. Извозчик божится, что он сам бросился под лошадь. Кто таков? Установить пока не удалось, но обратите внимание. Вот. Филимонов Кузьма. Кличка Филя. Нашел его по наколке в нашей картотеке. Извозчик где? Вот, Яков Платонович. Я не лихачил, ей-богу. Ехал себе обыкновенно. И вдруг он прямо под колеса. Как так? А вот так, ваше благородие. Шел по тротуару. Обыкновенно. И вдруг шарах в сторону. Прямо на мостовую. И под колеса лошади. Как будто пихнул его кто-то. Ладно. Может, и правда? Несчастный случай. Анна Викторовна. Ни к чему вам здесь находиться. Похоже, ни одно происшествие в нашем городе без вас не обходится. Мне Ферзь сюда направил. Это его рук дело. Это несчастный случай. Яков Платонович, он сделал ход ладьей С-25. Вот.
Посмотрите. Яков Платоныч. С5. Вот. Вот это место. Действительно, этот перекресток находится в квадрате С5. Теперь вы должны сделать ход. Передайте ему, что игра окончена. В этой ситуации у вас только один возможный ход. Б4, Д3. Это он принимает за ваш ответ. И вы должны угадать его следующий ход. Б4, Д3. Но вы откуда знаете? Во сне видела, как обычно. Анна Викторовна, домой идите. Холодно.